Давай сначала начнем с того, откуда ты, с твоего прошлого и образования. Расскажи о своем образовании. Мгм. Вот. А, да, я начинал, свою учебу в Академии Гнесиных. Когда я поступал, она называлась ГМУИДИ, Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. Но пока я учился, оно трансформировалось постепенно в Гнесинку, поэтому я закончил с дипломом Гнесинки. Я, получается, дипломированный гитарист. Я учился на гитаре классической и на электрогитаре. Ам, как училище джазовое было, мы играли в основном джаз, фьюжн, ну, немножко тяжелых стилей. Вот, а потом я уже решил переквалифицироваться в инженера, в продюсера и уже постепенно сам учился, э, как правильно, э, заниматься этим мастерством. Учился через разные онлайн-сервисы: Mix with the Masters, Nail the Mix, Pure Mix и так далее. Также я поступил по сути, на следующий год, как я выпустился из Гнесинки, я поступил в University of Hertfordshire, который, был по совместительству, Московской академии музыки, Московской школы музыки, где, был филиал, э, английского университета Hertfordshire, где мы учились, как раз таки вместе с тобой, целый год. Пил, правда, на второй курс, поэтому я миновал foundation year и сразу начал бакалавриат, который длится 3 года. Я проучился 1, потом, в связи с ситуацией все это дело прекратили. Мне пришлось искать что-то новенькое. Вот. И в итоге я искал различные университеты по всему миру, поступил в MII University, которая находится в Лос-Анджелесе. Потом решил, что это не совсем подходит для меня, потому что там не было бакалавриата, там был только associate degree. Это немножко ниже уровнем, и никакого смысла учиться, там нету, поскольку особенно закончил Гнесинку. Поступил в, ASU University, Аризонский университет. Там куда интереснее, там есть бакалавриат, но, само образование, оно вызывало сомнения, поэтому я решил в итоге поступить в Беркли, где уже как бы очевидно, что это лучшее, что есть на рынке в данный момент, по музыкальной индустрии. Вот и сейчас учусь в Беркли на первом курсе. Было ли сложно пройти вступительные экзамены в Беркли, потому что я знаю, что там тяжелые, так сказать, тяжелый порог вхождения, грубо говоря. Не совсем так. На самом деле в Беркли принимают, достаточно, часто. Большинство, насколько я помню, заявок принимаются так или иначе. Я помню, что, со второй подачи больше половины конкурсантов в итоге попадает. С первой подачи, возможно, нет. Возможно, там 30% в итоге попадает, на учебу. Но так или иначе это гораздо более высокий процент, нежели условно в какой-нибудь, Juilliard, где попадают на учебу буквально там 10%. Поэтому, поступить было легко. Я на самом деле не сильно, даже заморачивался над этим, потому что я знал, что, ну, скорее всего, меня возьмут после Гнесинки и после Хартфордшира. Там вопрос был в том, как можно бы выбить scholarship себе, то есть стипендию. Это вот куда более интересный вопрос был. А поступить, было легко для меня, потому что, в основном все вопросы и вступительные экзамены, они базируются на базовой теории музыки, на сольфеджио и на импровизации. Все то, что я как раз таки делал за свою учебу в Гнесинке, поэтому ничего нового не было. Удалось ли тебе выбить scholarships? Нет, мне не удалось, потому что, как оказалось, scholarship базируется в основном на, а, своей игре, твоих, навыках, перформанса. А у меня в основном, э, я ставил на свое портфолио как инженера. То есть я отправлял свои работы, показывал, музыку, которую мы выпустили, которую я делал. Но, как казалось, им на это, безразлично, потому что в основном они оценивают, твой перформанс, твою игру, твою импровизацию, твой сольфеджио. А у меня оно было достаточно среднего уровня, потому что я не играл на гитаре вот с момента выпуска своего Поэтому, я играл, ну, среднее. Поэтому, я не получил. У тебя довольно большой бэкграунд в мастеринг инженерии, и ты, наверное, очень много проектов, очень много, большое количество работ в твоем портфолио. Почему именно мастеринг-инженер? Как ты пришел к этим?
Мастеринг, мне кажется, наиболее интересным для меня поприщем в данный момент, потому что я немножко перфекционист, даже не немножко, а скорее всего, абсолютно точно. И мне нравится делать финальный микс, финальные правки, полишинг, делать готовый файл, который больше никто не будет менять. Поэтому мастеринг — это финальный стейдж, последний а, момент, когда можно что-то изменить в миксе. И мне нравится как раз-таки быть последним человеком, что вот именно такое видение, которое я сделал, оно останется в готовом продукте. Стараюсь каждую работу делать максимально законченной, так, чтобы мне понравилось. Там скорее есть работы, где мне больше нравится музыка, где я готов такую музыку слушать. Некоторые работы вызывают вопросы, имеется в виду с музыкальной точки зрения. Я э, думаю, что я бы так не сделал, если бы я продюсировал бы эту песню, либо сводил. Но на мастеринге это не имеет большого значения. Твоя задача сделать микс, который будет хорошо транслироваться, и исправить какие-то недочеты, которые были допущены на миксинг-стейдже и на записи аранжировки и сонграйтинге. Чувствуешь ли ты уже какую-то разницу между российской индустрией и американской? Разница приличная, потому что, сложно мне сказать на данный момент, потому что я в США так всего 2 месяца, и за это время я в основном находился в кругу студентов Беркли, в кругу вот этой вот тусовки. И здесь в основном разница, конечно, очень большая, потому что туда съехались лучшие музыканты со всего мира, а они играют ощутимо лучше, нежели студенты той же Гнесинки, того же Hertfordshire. Наверно, потому что у нас Hertfordshire это был в Москве, студенты были все почти с России. А, Разница большая, но с точки зрения индустрии чувствуется просто больший опыт, потому что все-таки индустрия здесь немножко впереди, нежели того, что у нас. У нас все-таки сначала смотрят, что происходит за рубежом, что происходит в Америке, в Европе, и уже потом копируют. Здесь скорее то же самое, просто оно идет немножко впереди. В основном в продакшене, на самом деле, потому что если при миксинге и мастеринге у нас есть очень хорошие ребята, которые делают мирового уровня работы, но вот в продакшене не могу сказать, что это так, потому что здесь почти каждый второй продюсер делает потрясающие работы. Э, Уровень сильно выше. То есть я на какой-нибудь тусовке просто общаюсь с людьми, а потом, когда мы подписали друг на друга в инсте, и на следующее утро я смотрю, на кого я подписался, а там ребята все с галочками. У одного Grammy nominated, у другого Latin Grammy nominated, другой вообще выиграл Grammy, третий продюсировал там Дуа Липу. И я смотрю, ничего себе, с кем я вчера общался. В общем, людей почти каждый второй, третий продюсер здесь делает невероятное качество продакшена. Так, если сказать, уже если ты 2-3 месяца, если ты можешь рассказать о различиях между той же Гнесинкой и Беркли, различия в подходе, может быть, это как-то проектная система образования или что-то другое? Основное различие в том, что у нас в Гнесинке образование не сильно поменялось со времен Советского Союза. Там, по сути, как вот было 50 лет назад, так и осталось. Да, возможно, даже учителя по тем же как бы схемам работы. У нас был препод по гармонии, который преподает уже около 40 лет. И мне кажется, что ничего абсолютно не изменилось за эти 40 лет в его подходе к преподаванию. И оно не настолько прям хорошее, чтобы можно было сказать, что он нашел идеальный грааль, как преподавать гармонию. Гармония была отвратительная в Гельсинки, на рынке. И сравнивая это с нынешней системой Беркли, которая очень хорошо построена, они ее обновляют каждый год практически. Э, Все педагоги, они хоть и имеют индивидуальный какой-то подход, индивидуальные э, способы подачи информации, все равно они следуют плану Беркли, который хорошо расписан. И из-за вот этой структуризации а, любой студент в итоге понимает все, что ему пытаются донести. В общем, нет такого, чтобы кто-то вообще не понимал, что происходит на классах. Так или иначе, если ты что-то не понимаешь, тебе дадут специального человека,
который будет с тобой сидеть, которому платят деньги, который Беркли, которому платят деньги, и он будет дополнительно тебе давать урок, сидеть с тобой час и изучать то, что ты не понимаешь. То есть тут училище и колледж беспокоятся о том, чтобы дать тебе информацию. Они хотят максимально дать тебе все возможности, чтобы учиться. Песенки — это иначе. Песенки так. Вот тебе учебник, вот тебе задача, и есть препод, который что-то объясняет. А дальше ты сам с этим уже оперируй. Если ты не понимаешь, как тебе объясняет препод, учи сам. Потому что никто тебе дополнительно разъяснять это не будет. Yes. По поводу, сейчас по поводу быта, ты уже, получается, про цены, в принципе, про квартиры, и вообще ценообразование в Америке, и в принципе, про быт, вот, различия. Живешь ли ты в комнате с людьми, то есть, вот, share apartments, или снимаешь полностью квартиру? Я живу в апартаментах, ну, share apartment, да. Мы шерим с 3 людьми, вернее, не мы, а я шерю с 3 людьми. Нас всего 4. А, по цене это у меня 1200 в месяц долларов. Это в целом неплохо для расположения. Я живу где-то в 15 минутах примерно ходьбы от Беркли. Это не центр города, но в то же время и не окраина. Это примерно вот между, что то расстояние, которое можно все-таки дойти пешком. Сама квартира, ну, не сказать, что она больших размеров, но тем не менее у меня есть личное пространство, потому что я единственный человек на этаже, все остальные 3 человека живут выше. И у меня на моем же этаже есть кухня, туалеты и моя комната. И в том числе laundry, это стиральная машина. Из-за этого мне очень хорошо в этих апартаментах, потому что никто не мешает. Я живу один, по сути, на целом этаже, очень удобно. Но я случайно абсолютно нашел такие апартаменты. Мне придется съехать с них на следующий семестр, потому что кто-то уже забронировал, начиная с сентября. Моя бронь в данный момент на 3 месяца всего. То есть после конца августа мне придется найти что-то новенькое. И вот к вопросу о том, как найти что-то новое, это уже проблема, потому что летний семестр достаточно свободный по расписанию, а вот с сентября уже приедет огромное количество людей, и найти хороший вариант квартиры где-то здесь по соседству с Беркли — это очень трудно. Возможно, цена моей аренды вырастет там до 1700 в месяц. А вообще уже успел посмотреть Бостон, как тебе город? Да, успел. Бостон не сильно отличается от Москвы, за исключением того, что улицы, особенно дороги, машин гораздо шире. Ну и сама планировка, она по кварталам сделана. Из-за этого нет пробок практически вообще. Из-за этого очень удобно ориентироваться по городу. Ты всегда понимаешь, где какой квартал, как между ними проходить. А, по сравнению с московскими улочками, которые абсолютно безумно завиваются, это большой плюс. Ну и чище немножко город, а в остальном не сильно отличается. Мгм. Он красивый, да. Планируешь поездить еще по городам Америки? Планирую, пока нет времени. Ну вот у нас будет, по идее, 2 недели между семестрами. Хочу в Нью-Йорк съездить. Он тут недалеко, по сути, можно на машине доехать. Так вообще я планирую учиться семестр за семестром, не беря никакие, как это называется, фри-семестры. Ну, в общем, обычно люди учатся 2 семестра, а летом отдыхают. Я планирую учиться все 3 семестра: и летом, и осенью, и весной. Поэтому у меня времени куда-то ездить вообще нету. Я хотел спросить еще про... Смотри, ты закончил Хэтфордж, у тебя level 4, и ты, по сути, у тебя открывается практически большинство университетов по всему миру. Вот. Было ли у тебя в голове сразу, что ты хочешь в Америку, или ты все-таки рассматривал другие варианты там, в других городах, ту же Европу? Насколько вот близко это было? Я рассматривал вообще все, что только можно было найти. Проблема была в чем? Я хотел учиться звукорежиссуре, в большей степени для того, чтобы получить наконец-таки диплом, потому что все, что я знаю на данный момент, я выучил сам.
и у меня нет никакого подтверждения. Не прям сказать, что оно прям нужно, но зачастую, особенно если искать работу где-нибудь за рубежом, это очень большой плюс иметь диплом какой-либо. И я рассматривал как раз-таки программу звукорежиссуры, и в чем была проблема, что для звукорежиссуры нуждаются в студиях, в хороших студиях. Это, по сути, главное. И в Европе есть очень большое количество разных программ, но почти все они имеют очень посредственные как раз-таки студии, помещения, педагоги тоже достаточно сомнительные. И все упирается именно в оборудование. Потому что рассматривал я варианты в Берлине, во Франции, в Дублине, где-то еще, ну, в UK, соответственно, там очень много всего интересного, но большинство программ недоступны для international студентов, в общем, если у тебя нет паспорта Англии, ты не можешь там учиться. Поэтому Америка самый доступный вариант а, для звукорежиссеров и хорошего образования. Но, опять же, вопрос опирается в студии, потому что большинство университетов, они не только сфокусированы на музыке, у них есть огромное количество факультетов, которые практически покрывают вообще все, там, и математику, и какие-то науки, там, условно, биологию, lawyer, ну, называется, правовые науки. И музыке отведен маленький кусочек. И среди этого маленького кусочка еще более маленький кусочек отведен звукорежиссуре. Поэтому студия и как бы факультет, всякие оборудования и возможности минимально ужаты. В лучшем случае там есть какая-то одна студия при университете, которая весьма сомнительная. Тогда как Беркли дает практически несравненные возможности. У нас тут в Дании около 20 студий, каждая из которых сильно лучше, чем большинство из тех, что я видел в Европе при университетах и при других американских колледжах. При этом есть огромное количество репетиционных комнат опять же, с возможностями включать свой лаптоп с колонкой. Потрясающие преподаватели. В общем, все сделано на сильно более высоком уровне для что-либо еще, что я рассматривал. Поэтому для звукорежиссуры практически нет вариантов. Только Беркли, если мы хотим получить высочайший колледж. Можно ли сказать, что в этом случае Европа все равно остается таким, как сказать, в индустрии все-таки на шаг, шаг назад делает Европа по сравнению с Америкой? Есть ли у тебя такое чувство? Нет, на самом деле в индустрии не чувствуется этого. Тут скорее именно в обучении вопрос стоит. На самом деле сложно сравнивать, опять же, программу образования Европы и Америки, потому что в Европе это сильно дешевле, это раза в 3, наверное, дешевле. Поэтому, в принципе, можно понять, почему у них качество немножко ужато. Но при этом нет, индустрия потрясающая в Европе. Не могу ничего сказать плохого об этом. Смотря на ситуацию, тяжело ли было вообще перебраться в Америку? Ты расскажи этот путь. То есть долго ли это было и как это вообще происходило? Ну, дольше, чем планировал. Изначально вопрос был в получении визы, потому что нужно ехать в какую-то другую страну. В Москве, ну и вообще в России не выдают, естественно, визы американские в данный момент. Я ездил в Казахстан, пришлось жить, по-моему, неделю или 2, я уже не помню. Ну, в общем, ты приезжаешь, получаешь ИНН местный, хотя это не обязательно, на самом деле, для визы. Это скорее для того, чтобы получить карту Казахстана. Раз вот ты приехал в другую страну, можно уж оформить и карту банковскую, чтобы как минимум чем-то платить здесь, в Америке. Потому что, естественно, русские карты не работают. Вообще, сам процесс получения визы примерно неделю занял, да. Собеседование я ждал 5 дней, 5 рабочих дней вместе с 2 выходными, пока мне доставят паспорт. Хотя мне дали визу с первого раза, но вот я общался с ребятами некоторыми, которые здесь, в Беркли, в основном из Ирана,
жаловались на то, что им не с первого раза выдали. Некоторым со второго, с третьего. Европейцам вроде всегда с первого выдают. Но вот из таких стран, типа Ирана и подобных, там проблемы возникают. Возможно, и в России тоже. Ну, имеется в виду, если ты приходишь с русским паспортом, не стопроцентная вероятность, что тебе дадут визу. Кстати, проходя такой же опыт, открывают ли русские банковские карты и банковские счета в Америке, потому что, чтобы открыть в той же Германии, пришлось пройти там чуть ли не все круги ада. Вот. Было ли у тебя такое же или это довольно легко в Америке? Ну, я на данный момент открыл только в одном банке. Было легко, абсолютно спокойно. Возможно, потому что студент Беркли, потому что они спрашивают когда удостоверение личности, твой паспорт и заодно твой ID студента. Поэтому то, что я являюсь студентом, это сильно помогло. То есть мне выдали карту практически сразу же. Я еще не пробовал другие банки, я хочу себе открыть еще как минимум в одном, но, насколько я знаю по общению с другими ребятами, тоже никаких проблем нету. Открываются всем абсолютно. Что ты можешь сказать про рынок мастеринга? Потому что очень много людей сейчас выпускаются из университетов. Мне кажется, в 5 лет ближайшие университеты по музыке набрали очень большое количество новых студентов и набирают, и появляются новые. Как бы это видно по статистике. Как будто не чувствуешь ли ты, что мастеринг — это сейчас очень конкурентная среда? В принципе, в Америке мы везде. А, ну, она была конкурентной всегда, и такое останется, потому что мастеринг-инженеров очень мало, и их много не должно быть, потому что условно каждый может замастерить, ну, примерно по 10 треков в лучшем случае за день, а один трек — это примерно неделя работы миксинг. Ну, ладно, не неделя, возможно, 3 дня работы миксинг-инженера, до этого еще аранжировщика, до этого продюсера. В общем, мастеринг-инженеров должно быть сильно меньше, чем всех остальных ребят, которые работают в индустрии. И поэтому рынок, не сказать, что oversaturated, потому что чтобы стать мастеринг-инженером, нужно много знать и иметь большой опыт прослушивания музыки и работы с музыкой на хороших системах. А таких людей не очень много, потому что для этого ты должен работать на большой студии, либо иметь доступ к ней, либо иметь свою студию с хорошей системой воспроизведения. Поэтому, возможно, мастеринг-инженеров много, но тех, кто могут сделать реально качественную работу, вот таких ребят не сказать, что рынок перенасыщен ими. Возможно, рынок немножко будет меняться, но не потому, что много людей начинают интересоваться этой средой, а скорее из-за AI, а именно Artificial Intelligence, потому что чувствуется, что буквально через 5-10 лет возможности всяких плагинов, которые предлагают тебе автоматический мастеринг, типа Isotope Run, который одну кнопку нажал, и он тебе сделал типа мастеринг. Пока что на данный момент это результат звучит, ну, сомнительно, но возможности очень большие, и, возможно, через 5, как таки 10 лет такие плагины могут делать мастеринг за место инженеров, и, и количество вакантных мест для мастеринг-инженеров сократится очень сильно. Но зато вырастет сильно зарплата тех, кто все-таки останется и будет делать лучше, нежели AI. То же самое, кстати, касается миксинга и аранжировки, я думаю. Чувствуете, что я, может, и другие сферы музыки полностью заполню там? Полностью точно не заполнит, но явно заполнит низшую часть, а именно таких базовых посредственных поделок. Например, как вот Midjourney может нарисовать спокойно что угодно. Это интересно, это круто, но это уже начинает надоедать. И обложки, нарисованные в Midjourney или подобных сервисах, они уже выглядят, ну, заезженными. Ты видишь, что, ага, это AI нарисовал, ну, окей. Поэтому AI определенно будет двигать индустрию вперед, потому что людям уже придется
придумывать что-то более изысканное и более интересное для того, чтобы конкурировать с AI. То же самое будет и с инженерами. То есть если ты хочешь сделать микс интересным, тебе нужно что-то в нем будет изменить, сделать не так, как другие люди, но в то же время оставить его как бы музыкальную суть. А, Например, сложно это объяснить, но можно привести пример. Работа таких инженеров, как Шон Эверт или Пол Стюарт, они не звучат как вылизанные такие отполированные миксы. Они звучат грязно, реструировано, постоянно там что-то в дисторшн уходит, в клипы. Но именно поэтому эти миксы очень крутые, потому что они очень музыкальные. А, все эти дисторшн, все эти несовершенства, они работают с музыкой, делают микс куда более как бы интересным и необычным, нежели он был бы сделан идеально. Поэтому, я думаю, будет индустрия уходить больше в эту сторону, в очеловечивание музыки. Скажи, у тебя большой опыт мастеринг. Вот, и я хотел спросить про этапы, по твои этапы вообще доведения микса до финальной версии. Как это проходит и через что вообще ты проводишь? Ну, это сложно сказать, это у каждого индивидуальный процесс, но у меня это, а, возможно, несколько похоже на нарисование картины, на э, а, искусство рисования. Не знаю, как это лучше объяснить, но тем не менее, сначала ты создаешь какой-то набросок. Сначала ты делаешь базовые. Подожди, мы говорим сейчас только про мастеринг или про микс? Ну, давай вообще в общем. Да, лучше в общем. Потому что мастеринг зачастую это очень индивидуально. Каким микс пришел, ты его слушаешь и просто доделываешь какие-то несовершенства. А в миксе куда более репетативный процесс. Ты всегда начинаешь с какого-то дефолтного базиса записанной музыки. Поэтому лучше объяснить это на миксе. Ты сначала собираешь какой-то базовый набросок, используя, используя только лишь уровни громкости и, возможно, немножко ривера добавляя. Тем источникам, которые точно нужен ривер. Возможно, эквализируешь какие-то моменты, которые точно, абсолютно не нужны в музыке, либо, наоборот, должны быть выпечены, сделаны более заметными. Потом ты подходишь к миксу уже более сфокусированно на разных деталях. Уже начинаешь конкретно делать вокал, голос, какой-то несущий вокальный центр композиции, несущий инструмент. Если это инструментальная музыка, соответственно, начинаешь с какого-то лидирующего инструмента. А потом переходишь к ритм-секции. И постепенно, кирпичик за кирпичиком, собираешь микс. После того, как ты поработал каждым инструментом индивидуально, у тебя все равно не получается готовый микс. У тебя получаются отдельные инструменты, хорошо звучащие. Начинаешь дальше их немножко править и укладывать друг с другом. И в итоге вот так вот слой за слоем ты приходишь к финальному результату. Когда он наступает, этот финальный результат, никто не знает. Это есть такое изречение, которое на самом деле хорошо описывает работу миксинг-инженера и в то же время мастеринг-инженера. Нужно просто знать, когда нужно вовремя остановиться. Ты никогда не сделаешь идеальный микс, никогда не закончишь его. Просто в какой-то момент ты должен понять, что все, это финал, и рендеришь. Когда такой момент наступает, но это скорее с опытом. Потому что любой процесс миксинга и вообще работы с музыкой, он выглядит как парабола. Он идет сначала вверх, 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 и потом в какой-то момент он начинает идти вниз, ты начинаешь делать только хуже. Поэтому нужно остановиться вот в моменте высшей точки. Получается ли у тебя в Бостоне работать на аналоговых Прибор? приборах, да, так сказать, на аналоговых приборах, и как ты делал в Москве, или ты сейчас больше переходишь на диджитал? И вообще расскажи мне разницу. Разница чувствуется, но она не столько качественная, сколько разница ощущений. Когда ты работаешь с хорошими приборами, с аналоговым оборудованием, мастеринговым, тебе легче прийти к финальному результату. Возможно, от того, что ты хорошо знаешь эти приборы, возможно, от того, что они немножечко лучше звучат, нежели плагины, меньше времени и сил затрачиваешь на то, чтобы
идти к финальному результату. С плагинами, когда ты работаешь in the box, ты в целом можешь создать все то же самое, но при этом придется чуть больше ресурсов применить, возможно, чуть больше плагинов, чуть больше корректировок, но тем не менее ты придешь к тому же самому. То же самое касается и студий, и качества мониторинга. Условно, в своей студии в Москве я делал мастеринг, примерно за 15 минут. Потому что я хорошо знаю колонки, хорошо знаю свое оборудование, я знаю, что мне нужно. Здесь, когда я прихожу на другие студии, которые я никогда раньше не был, мне нужно сначала привыкнуть к студии, послушать референс, потом что-то сделать, потом проверить это в наушниках, потом проверить это в каких-то AirPods, потом снова послушать это на колонках. В общем, я трачу как минимум час на мастеринг. То есть качество то же самое остается, но я трачу сильно больше времени. В этом основная разница. Удается ли мне здесь работать на аналоговом оборудовании? В целом, да. Здесь есть студии с большим количеством железок. Другое дело, что я их не использую, потому что это просто не нужно. Потому что если я буду использовать еще и местные железки, которые они не знаю, как они работают, я к ним не привык, это займет еще 2 часа дополнительных, что вообще мне точно не нужно. Давай топ-5 плагинов. Так, плагины. Pro Q3, FabFilter, однозначно это топ-1. Ну, он ничем не лучше, чем все остальные эквалайзеры, просто он безумно удобный. Это мой go-to эквалайзер. Я его использую везде абсолютно. Второе место будет компрессор. Очень хочется поставить, опять же, про FabFilter C2 компрессор. На самом деле я его особо не использую. Я использую в основном для сайдчейна, просто потому что чисто мой стиль. Я люблю компрессоры, которые красятся. Это прям вот мой подход. Если я компрессирую, я хочу, чтобы заодно ситуация появилась. Но вообще, конечно, по удобству, по качеству самого плагина, по надежности, FabFilter — это просто лучшее, что есть на рынке. Третье место — лимитер. Лимитер будет не FabFilter. Лимитер будет Invisible Limiter, мой любимый лимитер, который я использую почти везде. Там есть 3 версии, я использую все 3. Они звучат по-разному. Нужно просто послушать и привыкнуть, какая меняет звук. В то же время там режимы есть разные, которые тоже звучат по-разному. В общем, это один из лучших лимитеров на рынке. Дальше River. Ну, мой фаворит абсолютный — это Capital Chambers от Юада. И, возможно, потому что я к нему привык, возможно, я немножко не объективен, но для меня это River, который абсолютно, ну, не абсолютно, но в 95% миксов, 19-20, он у меня есть везде. Он меня уже запрограммирован, как бы, я забыл слово на русском. Короче говоря, он присутствует уже в моем темплейте, который я загружаю автоматически. И, как правило, это первый ривер, в который я кидаю вокалы и так далее. Если он не подходит, я его меняю. Как правило, у нас 5-й плагин, ну, SUS, Whole Round SUS, потому что нет аналогов. Что вообще скажешь про них? Америка? Про эту сильно отличается, в принципе, русский чем-нибудь. Или как? Ну, отличается заметно, но я привык быстро. Возможно, потому что это примерно то же самое, что я ожидал увидеть по всевозможным фильмам, видосикам на Ютубе, разным интервью с другими артистами, которые я смотрел. В общем, так или иначе, мы уже немножко привыкли к этой, как это называется-то? Вот это чувство, культуре? Культуре, но при этом еще мы привыкли к этому менталитету в том числе. Потому что он немножко другой. Здесь люди куда более общительные, куда более приветливые, френдли, но при этом это достаточно поверхностный слой, который просто люди надевают как маску, и они с тобой всегда приветливые. Но на самом деле люди могут тебя не любить, при этом всегда быть с тобой на позитиве. Это нужно понять, это нужно привыкнуть к этому. И в основном, на самом деле, могу сказать, что гораздо проще найти общий язык с ребятами с Европы, с ребятами со стран Персидского залива, такие, там, условно, Иран, Эмираты и так далее. И, возможно, ребят с
а, Аргентины, Бразилии, Мексики и так далее. Куда сложнее найти общий язык и взаимопонимание с коренными американцами. Как из-за менталитета, который немного отличается. Еще немного про мастеринг. Считаешь ли ты, что... Конечно, не считаешь, но многие считают, что мастеринг это тупо про громкость. Согласен ли ты, что частично это может быть правдой? Ну, частично это правда. Мастеринг действительно во многом про громкость, но в первую очередь все-таки это про транслируемость, про то, как микс будет услышан на разных системах, на моно-колоночке от JBL, на айфоне, на лэптопе, на больших колонках, там, на студии и так далее. Не обязательно он должен звучать одинаково, он никогда не будет звучать одинаково, но его основные элементы должны быть слышны, и музыка должна считываться везде, на любом источнике. В первую очередь, мастеринг об этом. Во вторую очередь, это про, да, действительно, компетитив уровень громкости. Потому что в основном все сейчас слушают музыку на стримингах. Стриминги имеют уравнивание громкости. В основном большинство стримингов это имеет. ВКонтакте и Яндекс не имеют. Вот. Но большинство зарубежных как раз-таки имеют по умолчанию. Поэтому, если твой микс звучит тише, чем другие, если он звучит сильно громче, чем другие, и он при этом был, его громкость была искусственно занижена самим стримингом, он будет звучать хуже, нежели микс сделанный правильно. Поэтому мастеринг, во вторую очередь, это не конкретно про громкость, а про поиск лучшего спота для твоей громкости, для твоего микса. То есть он не обязательно должен быть громким, он должен быть подходящим под музыку. Иногда полезно его пережать, иногда полезно не дожать. Все зависит от стриминга. И в третью очередь это исправление каких-то недочетов, которые сделаны были перед тобой на стадии миксинга и до этого. Для прослушивания музыки. Tidal. Я люблю Tidal, потому что там очень хорошая система кредитов. Всегда можешь посмотреть, кто песню написал, кто ее спродюсировал, какие инженеры участвовали в миксе, при записи, в миксе, в мастеринге. Вообще вся информация там присутствует. Очень удобно, но и при этом еще стримит без сжать. Вообще потрясающе. Возможно ли вообще добиться влияемого результата с введением тока в наушниках? Да, возможно. Более того, даже многие очень именитые инженеры периодически миксят в наушниках, когда у них нет времени, они не на студии, они на гастролях. Как бы зачастую они, конечно, проверяют это потом на больших системах, либо отправляют это на мастеринг, например, с темами, либо не с темами, просто одним файлом. Мастеринг-инженер уже делает какие-то правки, может попросить их перерендерить и так далее. Но да, постоянно, особенно в тяжелых стилях, условно какой-нибудь металл и многие вот эти прогрессивные стили во многом миксятся в наушниках. Не знаю, почему так, но вот знаю многих людей, которые делают все, всю их работу в наушниках, и звучит очень хорошо. Мне очень нравится Sennheiser HD800S. Я в них работаю очень много. По сути, это мои основные наушники. При этом мне нравится Audi's LSD3. Мне кажется, они так называются. Я в них работал. Они немножко иначе воспроизводят музыку, но при этом они чуть, чуть более ровные относительно тех же Sennheiser'ов. У Sennheiser'ов очень мало низа, к этому нужно привыкнуть. А вообще, я купил недавно AirPods новые, Generation 2. Очень неплохо. Мне нравится. Сводить в них и мастерить невозможно абсолютно. Они очень сильно бустят низ. Ну и в целом там вопросы есть. Но для прослушивания музыки где-нибудь в метро, если кто-то слушает музыку в метро, то это лучший вариант. Можешь ты спустя 3 месяца сказать мне наибольшее различие между британской и американской системой образования? Ну, тут сложно сказать, потому что это скорее будет не различие систем, а различие конкретного университета в Хартфордшир и Беркли. Потому что я знаю, что система Беркли, она сильно отличается от систем других университетов Америки. Поэтому даже в одной лишь Америке разница колоссальная.
и сравнивать с Хартфордширом, который на самом-то деле был не прям оригинальным Хартфордширом, а всего лишь филиалом в Москве. Да, у нас там были, конечно, преподаватели из Хартфордшира, из Англии, но в то же время все равно это как бы трудно сравнивать. Это был не оригинал. Был в Гетто Районов. Стрёмно. Я в нем жил. Не, шутка. Нет, на самом деле тут нет особо гетто-районов, потому что Бостон один из самых безопасных городов в Америке, если не самый безопасный. Это из-за того, что очень много университетов, очень много студентов и много полиции. Поэтому гетто-районов у нас нету. Тут, кстати, забавно, что тут есть бостонская полиция, но при этом у Беркли есть еще своя полиция, специальная полиция Беркли, которая прям через дорогу от основного офиса. Поэтому все хорошо по безопасности. Самом тебе больше кончить.